Мама мыла раму, раму мыла мама. Никогда это не понимал. Всем здрасте, всем привет. С вами, как всегда, Леха Хардплей. Понимаете, и сегодня Зомби Чес 10 самых страшных, что обосраться видео. У него, кстати, реально страшное видео. Располагайтесь, будьте как дома. Оповещение о стримах прямо здесь. То, что мы ворвались в линягу, играем прямо в комментарии. Все найдете в первом закрепленном. Поехали. Всех люблю, всех это. Палец вверх сразу. Вот, перед началом ролика чай наварил. Каши... Поехали, пожалуйста, уже хватит. Опять пенишь. Августа 2024 года менеджер магазина смотрит кадры того, что произошло ранее. Он довольно сильно нервничает. Он быстро садится за компьютер, чтобы загрузить видео и сохранить его на случай, если никто ему не поверит. Что-то произошло, когда он распаковывал коробки. На самом деле в этих кадрах происходит много вещей, но то, что происходит ближе к концу видео, его очень пугает. Он начал постоянно оглядываться. Объявление. У нас с вами довольно уже давно была целая череда хорроров, инди-хорроров. Summer там 54, September 7, еще что-то. В плейлисте игры на вылет увидите. Там просто голова чуть у меня не отлетела, я играл. И у меня сердце просто пульс 500 там. Никого нет дома, папа ушел за хлебом. 8 лет назад. Короче, я там под одним видосом липанул, знаете что? Я говорю, пацаны, вы там вот самый залайканный, который будет, комментарий. Какую игру выберете, такая и будет. Знаете, какая игра выбрана? На хоррор прохождение. Очень хорошая. Ту, которую я доджил максимально. Вообще вот всячески, всеми путями. Называется она Мэдисон. Я вам правда говорю, вот в это вот конкретно дерьмище я очень боюсь играть. Она, правда, она ненормальная игра. Я, конечно, слово свое сдержу. Я не знаю, каким макаром вот это все начнется, но я думаю, что там вслед за Мэдисон еще и как бы там FNAF у нас подвис. А тут еще и заброшечки в этом месяце. Поэтому как бы надо этот контентик поддержать лайком, подписком на телегу. Страшно, очень страшно, очень. Начнется сейчас пенная вечеринка, реально. Надеюсь, что данное происшествие не повторится. Смотрите. Не повторилось, пожалуйста. Watch. You have the doctrine right, and you stow it on a shelf in your closet, and do not pull that doctrine out. Коробку you see упала. that? Ну, что? What good does that Get doctrine back here for you guys to give you a better view. do? Man, here's the Look at that. Ну, коробку And упала. I'm just like tripping, like Криво what? поставили, ну. Look. Pay attention to this area right here. I've never read. I can grant that they should Watch. teach the shove that could teach justification correctly. But so what? It's not what I asked you. Is that you? Look. I'm here by myself. Nobody's here. It's just me. See that? Ну и что? Что? Come out. I'm not afraid of you. Я не боюсь тебя. Белая горячка. Осень началась. Is that you? I threw down the box earlier? Come on out. You don't scare me. Что? Come on out, pussy. Always trying to mess with me. Да ну вообще не страшно. Ходит дурак какой-то по магазину, орет. Я еще видел, есть стример по лесу ходит, тоже орет, как дурачок. Смотреть неприятно даже. Что, дурной, что ли, совсем? Что? Что? No. Hell no. Hell no. Что?
Let me see. Hold on. Where am I? I'm here. Where am I going? What's it? Look, there I am, right there. Look, you see that? You see that? Знаете, где он засадился? Волосик. Видать, лесочка или еще что-нибудь. Дернули. И один волосик поднялся. То есть его не потянуло за голову. А знаешь, такой пум. Ну, это шляпа. Как будто, знаешь, так это. Не верю. Как будто менеджер магазина еще не был напуган. Происходит это. Запечатлено с камеры видеонаблюдения магазина. Волосы менеджера поднимаются сами по себе. Или лучше сказать, что что-то невидимое их тянет. Это вызывает у него дикий страх. Что думаете? Это был призрак или как это объяснить? Сотрудник пассажирского самолета записывает видео, показывает, что он делает в обычный рабочий день. В составе бригады уборщиков его основная работа — чистые самолеты, которые только что приземлились. Это то, что он часто делает по ночам, особенно с самолетами, которые достаточно велики, чтобы вместить... Это люди так набросали? Больше всего мусора. Но одной ночью он решает сделать что-то другое. Вместо того, чтобы покидать самолет, который он только что почистил, он остается, ведь увидел что-то странное. Как можно остаться в самолете ночью? Как? Там везде отчетность, везде. И в аэропорту просто так шага не сделаешь. Ты в смысле? Что просто он захотел на ночь в самолете остаться? Просто позвонил, говорит, я в самолете останусь. Не закрывайте, да, трап не убирайте. Объяснимое. Хотя ему и не разрешено там находиться, прячется в задней части самолета. И тогда происходит это. Ну что? Скример будет? Ты мать, что это такое? Let's go. No, I know I'm not dumb enough to lift those shades up because I got my flash on in here. They gonna catch my ass if they see. Я, кстати, никогда не задумывался, что в самолете немного крипово. Есть такое, да. Я имею в виду ночью. It's dark. I mean, I know it doesn't look that dark on the camera, but it's dark. Let's go! Let's go! Right, sitting on the back of the plane. Y'all probably think I'm insane. Probably think I'm doing this for fame. Застигнутый врасплох, он подходит, чтобы посмотреть, есть ли кто там. Но, к удивлению, пространство совершенно пустое. Ну в смысле, ну сквозняк. Каким-то образом застегнутый ремень резко отстегивается и отбрасывается в сторону прохода. Да сквозняк. Тут никого нет. Что бы это ни было, это настолько напугало парня. Ну конечно, в темноте подошел афроамериканец, конечно, напугался. Тот, кто там сидел, тоже испугался, извини меня. Так в ночью увидишь, как ты увидишь? Раз и подкрался. Что тот живо бежит к выходу. В следующем видео двое подруг бездельничают на крытой игровой площадке, в то время, когда они... Это эти, которые с хвостами, да, в жопе прыгают, тот говорит, мы, говорит, эти, фурии. Чи фурии, чи не фурии, как они там эти? Ты тут у нас котенок или ты квадробер, не дай бог? Да он, пожалуйста, я не так давно опять видел. Да, вот во дворе в травке ковыркаются, что-то там делают, прыгают в масках. У меня старший молодец, 10 лет, он четко сказал, говорит, о, бать, смотри, говорит, это же... Я говорю, абсолютно верно. Сектор приз на барабане, сынок, молодец, я говорю. Он говорит, это эти, квадробоберы или че, как они там.
Да, сумасшедшие вот эти вот, да, которые вот, да. Ну нет, чтоб мы, да, палку взял в руки, пошел, вот есть ты, есть крапива, больше ничего нет. Есть, да, у самурая есть только одна цель. Полполя пока этой палкой не захерачишь этой крапивы, пока рука не оторвется, да, ничего у тебя не получится, да. А вот сейчас прыгают, говорит, мы, говорит, кошечки. Я говорю, что, говорю, садомиты, я говорю, сумасшедшие, да. Кого больше нет рядом. Уже поздний вечер, и ресторация, детская игровая площадка не занята. Она недавно обожралась этого китикета. Жиденьким кормом еще в десяточке взяла, догналась, который кошечкам дают. Все, 3 дня поноса и смерть. Все, конец. Поэтому не надо жрать корм и прыгать на четвереньках. Вот, на детских площадках надо. На турники лучше идите. Или на батуты. Полезнее. Детьми, так что делать больше нечего. Обе подруги спешат на игровую площадку ресторана, чтобы немного развлечься. Однако именно в этот игривый момент на камеру попадает что-то довольно жуткое. Что? Вот что они поймали. Что? Пеннивайза? Что? Давай поиграем. This is my POV. Enjoy. This is what we have to get up to. This is really hard. I feel too big to do this. Nogти накрашены. Что происходит? Yeah. Wait, where'd you go? Left or right? I went left. Which way do I go? I feel like I'm in Alice in Wonderland. Okay, she went that way. Freaky. Yours is brighter. Mine's all dark. Okay. Guys, I can't. Давай поиграем, Ричи. Я знаю, что это... О, ты любишь эту игру. Round one, fight. А может, Street Fighter? Или вправду, или действие. Ай, молодец. Вот, пожалуйста. Can't do this. Как Винни-Пух в трубе застрянет. That's crazy. There's like actual down here. This is literally for human hamsters. Oh my god, someone bashed in this window. I feel like this is... Одна из подруг не поняла, что было поймано гораздо позже, а та, которая это записывала... Если бы я в такой трубе сидел, и мне бы вот так на ухо какой-нибудь детский голос что-нибудь сказал, там бы минус детский аттракцион, минус психика, минус все. Ничего не слышала во время съемки видео. Единственный голос, который я слышал, был ее подруги. Но еще один, посторонний голос можно слышать, как будто голос говорит на ухо. Но поясняю для тех, кто в танке и тех, кто под пивом, значит, рассказываю. Ну, как принято считать, то, что голоса, которые, типа, духи разговаривают... не в этих вообще частотах, и их можно услышать только на записи видео или аудио. Почему всегда и включают, и перезаписывают всякие эти записи, аудио и все остальное. Типа они там где-то там в другом, короче, этом потустороннем измерении. Так что тебе на ухо может вот так вот кто-нибудь сказать. Да, но ты ни хрена не услышишь, да, только все в записи, только в записи. Угу. Голос ребенка. Yours is brighter, mine's all dark. Неясно, что голос сказал, но это похоже на лепетающий шум, из которого ты слышишь маленького ребенка. Многие думают, что это мог быть призрак ребенка, который до сих пор не покинул площадку. Призрак ребенка, который не может вылезти из одной трубы, которая 2 на 3. Понимаешь, это дух ребенка, который там потерялся и которого не смогли найти. Ясно. Но кто знает, что еще происходит этой ночью, когда никого вокруг нет. В следующем событии некто по имени Хосе пишет, что это видео было снято мужчиной внутри здания, которое находилось рядом с пожаром. Автор видео позвонил в пожарную часть, и пока ждал их прибытия, он записывает это видео. Но не просто для того, чтобы пожар попал на камеру, а для того, чтобы записать что-то еще. Сначала он этого не заметил, но присмотревшись, можно заметить следующее. Смотрите.
Фигура человека, без паники, неподвижно стоит у окна. Казалось бы, выглядывает наружу, как будто наблюдая за человеком, записывающим это видео. Несмотря на то, что в этом здании горит сильный огонь, А вам не кажется, что он как-то странно горит? человек остается на этом месте. Призрак это или нет? Отсутствие движения. Такое ощущение, как будто это вообще хромакей сделан. Парень увидел из окна, что в доме напротив разгорается пожар, и вызвал 911. Спасатели быстро приехали и поняли, что никакого пожара нет. Оказалось, что это был огромный телевизор, на котором включили ролик с камином в разрешении 4К. Что-то странно как-то огонь горит, нет? Это Терминатор! Движение до самого конца достаточно тревожно. Шварценеггер! Риэлтор показывает своим клиентам новые апартаменты, когда все принимает ужасающую сторону. Риэлтор! Ты вот ты говоришь риэлтор, да? Вот вы мне объясните. Я нашел объявление. Где-то там, вот, да, вот объявление. Нашел. Квартира, аренда стоит 30 тысяч рублей в месяц. То есть я, как человек, который хочет снять квартиру, должен заплатить другому человеку, хозяину этой квартиры, 30 тысяч. Объясните мне, пожалуйста, почему я должен заплатить комиссионные в размере от 50 до 150%, заплатить еще хозяину за первый, второй, третий и последующий месяц, включая последний на всякий случай, и из 30 тысяч я с собой должен взять сколько? Правильно, 200. Почему вот так вот происходит, а? Напишите кто-нибудь в комментариях. Оказывается, никто не знает, как сдать и купить квартиру. Поэтому появляются они. Я ничего не понимаю, что это за... Откуда эта наценка, откуда эти ценники? Наболело, нагорело. Срочно напишите в комментах, что это такое? Что это за комиссия такая? Нифига себе апартаменты. Is that closet? That's washer dryer hookups. Yeah, cool. Oh, sorry, I kicked you. You, like, there's a person in there. There's a person? Ты чё ты? Ты нормальный, нет, человек? Ты куда людей привела пестовать? Бывший там лежит. Дурак. Правильно сделали, люди сразу ушли. Женщина, осматривающая квартиру, направляется одна в заднюю спальню Дело и какое-то проверяет лежит. шкаф, но удивляется, потому что там Домовой. прячется какой-то странный чувак. Понятное дело, она... Это! Мы недавно Чернеца с вами смотрели. Это знаете кто? Паразиты. Это Фрогер. Фрогер — это который живет в чужих домах и скрывается. Но только этому дебилу не объяснили, что надо спрятаться, чтобы тебя не нашли. Он взял просто в шкаф, лег и ждет новых хозяев. Домовой. В страхе выбегает из комнаты и предупреждает остальных. Здравствуйте, говорит, я Риэлтор Сережа, тоже и я в живу шоке. с вами. А, ну тогда ладно, ну раз Этот домовой, мужчина да, говорит, ну, что пожалуйста. совершил ошибку, когда дурачился с доской для спиритических сеансов в своем доме в Германии. И, конечно, так оно и было. Действительно, где же еще можно со спиритической доской, да, ребята, молодцы, молодцы, да. Я даже знаю, кого они призывали, да, художника какого-то, видать. Leute, ich schwöre euch bei Gott, diese Tür von dieser Uhr, ne, die ist eben einfach aufgegangen. Ja, Ich wollte mich Perdole. gerade schlafen legen, auf einmal ist die aufgegangen. Die ganzen Tage ist die nicht aufgegangen und jetzt gerade, oh, ich kack mir in die Hose fast. Wenn hier irgendwas in diesem Raum ist, dann macht diese Tür auf. Wenn hier irgendein Geist oder so drin ist und du mich hören kannst. Ну что это такое? Скворечник, что? Сквозняк. 100% сквозняк.
Че это такое? Bro, ich schwöre bei Gott, ich schwöre auf meine Mutter, hier ist keine Schnur oder so, nicht, dass ihr denkt, ich verarsche euch, Bruder. Потрясающий язык. Мне очень всегда нравился. Да, очень нравился. Guck mal. Guck mal. Hier ist keine Schnur, nix, ich schwöre auf meine Mutter. Gar nix. Очень добрый и теплый язык, очень мягкий. Будет смеяться, но реакция его может быть такая. Вроде как постанова, но что-то я почему-то немножко начинаю верить. Дверцы старинных часов, висящих на стене, открываются сами собой. Немножко. После маятник выпадает прямо из рамы. После этого случая он взял ту доску для спиритических сеансов, эти настенные часы и просто сжег. О! Вот! Вот, сразу видно, канал Hardplay смотрит, да. Не надо вот это вот, я подумаю, давайте еще раз попробуем. Нахер сразу на костер и туда. Следующие жуткие кадры были сняты в прямом эфире по национальному телевидению Аргентины. В Аргентине есть передача под названием «Феномено», которая транслируется в прямом эфире и освещает примечательные погодные явления в Аргентине и во всем мире. Когда ведущие рассказывают прогноз погоды, происходит следующее. Программа в прямом эфире транслируется с камеры видеонаблюдения с видом на променад города Корнас. Но можно увидеть что-то бледное и полупрозрачное, идущее по полю и уходящее за кадр. Странная фигура выглядит почти как марафонец. Кто это? Туловище какого-то человека с быстро двигающимися руками. Съемочная группа понятия не имеет, что это может быть. Вероятно, просто глюк камеры, а это был обычный пробегающий человек, который подвергся искажению. В этом видео мужчина, живущий в небольшом коттедже, внезапно начинает запись, услышав шум, выходящий из чердака. Он собирал доказательства этих странных звуков, которые часто слышны по ночам. Крики, стоны, удары по металлу, дереву и топот. Так это мои соседи. Звук такой, словно там шары для боулинга. Этого не может быть, но звучит именно так. Словно шары для боулинга. Они там то в настольный теннис играют. Иногда у них теннисный корт большой. Вимблдон открывается, да, там это... Сережа! Саня, давай! Неважно. Только сверление, дреление. Постоянно что-то происходит у соседей. У меня такое ощущение, я еще раз говорю, что-то, не останавливаясь, происходит. Да, там то танки, то еще что-нибудь, то банки какие-то катаются, то шары для боулинга. Я не знаю, что они делают. Может, они там какой-то развлекательный клуб. Не знаю, очень странно. Все это происходит из чердака. Сначала он думал, что эти шумы были просто частью дома, учитывая, что он старый. Однажды ночью, когда он проверяет пространство, как всегда, происходит это. Вот, сразу видно человека неопытного. Человек, который ничего не знает и ничего не понимает. Ой, кто это там по потолку ползает? Это кто? Знаете? В чате знают. А на ютубе тоже, кстати, могут узнать. Если подпишутся на наш Бусти. Ссылка внизу в описании. Заходишь на Бусти, а там подробный гайд от этой, как его, Скай или Минок, не Скалька, как ее, Рипли. Как правильно бороться с ксеноморфами. Понимаете, он фильм «Хищник», не «Хищник», он тут все тут чужой, 1, 2, 3, 5, 10, все части, со всеми, даже с маткой как бороться, понимаете, все там. Да, 100 рублей в месяц. Весь архив стоит, заходишь и сидишь тут, пока плохо не станет. Да, там можно листать, не перелистать. Я туда просто, скролла не хватит. Там вот такой ползунок, как на сторис у Ольги Бузовой. Их листаешь, а они не скроллятся даже. Так что всем настоятельно рекомендую. Спасибо за поддержку. Да, поехали дальше. Птица залетела, сразу видно. Альбатрос.
Да ладно, чел. Предметы мебели сами по себе начинают переворачиваться. Мужчина роняет телефон и убегает. Он явно напуган тем, что только что произошло. Следующее видео Его было реакция записано странная, а так очень правдоподобно тоже. Девушка по имени Алиса, которая записала что-то, что ее изрядно напугало. Все. Хоть раз, кстати, встречали в жизни девушку с именем Алиса. Очень красивое имя, ни разу не встречал. Произошло около 23:00. Она записывала происшествие из своей машины. Это мотель, и тут происходит что-то странное. Смотрите. Мотель. Bro, focus. That's it, right? What the? Тень. What the? Ну, это такое, ребят. Не имея ни малейшего понятия о том, что она видела, Алиса не могла не ахнуть. Странно. Ее глаза не обманывали. Она увидела это более одного раза. Темный силуэт постоянно появляется и исчезает. Мерцает, исчезает. Это тень... Ну, это все-таки человек, кто ждет Алису. Конечно, он мелькает, исчезает, как говорится. Да, этот сам себя, не это. Или, что бы это ни было, просто вспыхивает на мгновение, прежде чем видео заканчивается. Я бы увидел, Случайный конечно, вечер криповенько вторника, смотрится. маленький ребенок с радостью играет в своей кроватке, хотя время сна уже пришло. Продолжает бодрствовать, прежде чем внезапно встает и смотрит прямо перед собой, как будто что-то видит. Но через несколько секунд становится ясно, что происходит что-то странное. Помимо самооткрывающейся двери на камеру попал голос. Похоже, мальчик тоже его слышал. С этим голосом что-то не так. Голос звучит совсем не по-человечески. Точно не ясно, но это звучит так. Let me in. Впусти меня. Ты чё, впусти меня? И так уже дверь открылась, уже зашел. Если это так, то самооткрывающаяся дверь еще становится более жуткой. Ну, не знаю, конечно. Здесь я особо не испугался. Вот в одном месте с домовенком этим Кузей в шкафу. Вот. Так что пишите ваши страшные истории. Да, я уж сейчас все подготавливаюсь. Скоро начнется. Да. Ну и все, кто с нами будет играть в линягу, да, на АХФ X1, да, заходите, мы в долгую, да. Так что ссылку найдете в комментариях. Так же, как и на нашего, кстати, оранжевого партнера, у которого, знаешь чего? Там двойной фрибет. Крутите барабан! Да, вращайте. Двойной фрибет, понимаешь? Да, можно на что хочешь. На спорт, на киберспорт. Заливай не хочу. Вот, так что даже если ты уже зареган, там еще, понимаешь, наваливает. Я вчера мне навалило пятихат. Да, я такой. Давай там скажешь тоже, как тебе навалило, не навалило. Увидимся в следующих роликах. Давай.